Черный Клевер исключили из журнала Weekly Shonen Jump? Черный Клевер закончился? Последняя глава ЧК выйдет в декабре в журнале Jump Giga. Почему внезапно так быстро конец? Понимаю, вопросов очень много, так что давайте я сегодня попытаюсь развеять ваши сомнения и переживания насчет скорого конца манги. Поговорим о причине ухода тайтла из журнала, поскольку это очень важно, ибо от этого будет зависеть выход дальнейшей сериализации Черного Клевера. Разберем личное сообщение Табаты по этому поводу, а также поговорим о будущем всего тайтла. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу, манхва вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, для начала давайте разберемся, как некоторые это преподносят, что мангу Черный Клевер выгнали из журнала Weekly Shonen Jump. И это первое заблуждение и очевидный вброс, гуляющий по интернету. Потому что Shonen Jump незачем было выгонять тайтл из первой десятки по популярности. А для того, чтобы легко удостовериться в ложности этой информации, нужно всего-то прочитать личное обращение к читателям от автора Черного Клевера Табаты, в котором говорится, что это решение принялось не быстро. Автор долго обсуждал этот вопрос с редакционным отделом Джампа, ибо уже приличное количество времени у Табаты начало постепенно ухудшаться здоровье, что видно из переводов сливщиков утечек, поскольку после выхода рукописного обращения автора было обнаружено, что его почерк стал очень плохо читаемым. Из-за ухудшения здоровья мангаке не то что было трудно следовать еженедельному графику работы, он с ним боролся, поэтому мы часто могли получать почти каждые 2 недели перерывы или короткие главы. Также ситуация ухудшала еще плохое самочувствие и нахождение в больничном отделении жены и ребенка Табаты, которым он попросту не мог даже уделить своего свободного времени из-за жестокого графика. Кому-то это может показаться пустяком, что уж такой жесткий график, что он не может нормально отдохнуть и уделить должное время своей семье, а я вам скажу, нет, не может. Вы видели этот график работы над мангой для публикации в еженедельнике? Это действительно, как сказал Табата, настоящий ад, хоть он и назвал его счастливым, ибо большее количество времени в неделю, 86% мангака работает, а остальные 14% это свободное время. И вы думаете, ну вот же, есть время для того, чтобы побездельничать. А нет, эти 14% тратятся на сон и другие основные человеческие потребности. А если работа задерживается относительно графика, тогда про выходной в воскресенье можно было вообще не мечтать, поскольку нужно было все доделать, чтобы успеть до публикации. То есть условия работы действительно адские. В последнее время даже Хорикоши, автор моей геройской академии, зачастил с публикацией глав с малым количеством страниц. 397 глава вообще состояла из 7 страниц. Его личной ситуации я пока не знаю, но очевидно, что Хорикоши сейчас на грани выгорания за работой. Так что автор Клевера поступил очень разумно, вследствие чего по воле Табаты было принято решение переехать в другой журнал с более свободным графиком работы, а именно ежеквартально. Это позволит автору и восстановиться, и получить возможность уделять семье гораздо больше времени, а также даст ему возможность нормально продолжить работать над мангой. Поэтому этот переезд был вынужденной мерой, которая лучше скажется даже на качестве повествования, потому что во всем нужно знать меру, и время на восстановление нужно всем. И кстати, если ты ищешь активное сообщество по Черному Клеверу и в целом по другим тайтлам, тогда залетай на Q-форум, где ты не просто сможешь читать мои переводы глав, но еще сможешь обсудить ее с другими фанатами. Также в сообществе проводятся различные викторины, блиц-опросы, даже поиграть можно в крокодила, мафию, города, ассоциации и даже совместно анимку можно посмотреть. А еще в разделе по Черному Клеверу каждый участник может получить свой именной гримуар, так что не упусти возможность отлично провести свое время, ну а также узнай, какой гримуар тебя выберет. Ссылку на Q-форум ты найдешь в описании под роликом.
роликом. Теперь же поговорим о том, сколько еще времени будет продолжать выходить манга «Черный клевер» и почему она никак не может закончиться одной главой в декабре этого года. Для начала вам нужно осознать, что из себя представляет журнал Jump Giga из того же издательства, что и еженедельник. Jump Giga — это журнал с ежеквартальной периодичностью выхода, в котором подробно рассказывается о мультимедиа Shonen Jump, а также публикуются некоторые собственные серии, обложки или ваншот манги. И если там и публикуются тайтлы, то не больше 4 глав за год, последняя из которых является заключительной. Из-за этого в комьюнити ЧК словосочетание автора, то что он продолжит кульминацию манги в Jump Giga, восприняли как скорое окончание манги. А ведь если подумать, это последняя арка, и только когда ее анонсировали, уже тогда можно было говорить, что это кульминация. Так что эти слова нужно осознать как продолжение финальной арки пока в этом журнале. И уж тем более Клевер никак не может закончиться одной главой, ибо бои в этом тайтле, тем более такие масштабные, длятся до 10 глав, а то и больше. И даже если в обращении было показано анонсы 4 сражений, не думайте об этом как будто это все, что будет показано. Потому что если взять эти 4 главы по 60 страниц и совместить, мы получим 240 страниц. А дуга перебывания Асты в стране восходящего солнца составляет 18 глав, да и то после он не сразу еще прибыл в Клевер. И если взять среднее число страниц 13, ибо бывает больше, меньше, то в сумме мы получим 234 страницы. И вы все еще думаете, что 4 главы будут последними? Я думаю, вы заметили, что в рекламе о переходе манги ЧК в Гига были показаны старые фреймы, потому что рисовать вам что-то новое было бы откровенным спойлером. Единственное, что сказал нам Табата, так это то, что у него есть еще много историй, которые он хотел и обязан включить в основной сюжет. И тут уже точно не пахнет скорым концом манги. А я вам напоминаю, что нам действительно, кроме основных сражений, еще много чего осталось узнать. Это и кто отец Асты, прошлое Ями, прошлое Личиты, матери главного героя, страна дварфов и даже о настоящих замыслах Адрамелиха, дьявола, который почему-то по личной причине помогает антагонисту и как будто что-то скрывает. Ибо даже сам автор в конце 35-го тома Черного Клевера оставил изображение с этим дьяволом с подписью «Тот, кто за кулисами Адрамелих». Какова же его истинная цель? Так что поймите, как много еще автор собирается нам рассказать. Еще нужно понимать, что после выхода последней 4 главы в Гига, если тайтл не заканчивается, его именно что исключает из журнала Jump Giga, потому что он никак не предназначен для продолжительной публикации. Так было и с мангой Гинтама, которая закончила свою сериализацию в Гига на 3 главе, но сам тайтл тогда не собирался завершаться, и поэтому эту мангу исключили из Гига, и Гинтама продолжил выход уже на собственной платформе. А теперь вспоминаем, что Табата лично вызвался перейти в Гига из-за личных обстоятельств. Его никто туда принудительно не переносил, а значит автору ничто не помешает либо вернуться в еженедельник, что маловероятно, так как не думаю, что мангака захочет возвращаться к адскому графику, или, что более вероятно, после 4 главы в Гига перейти в журнал Jump SQ с ежемесячной публикацией. Переход в Jump Giga нужен был Табате для того, чтобы получить очень требуемый отдых для восстановления здоровья. Также с этим он сможет уделять время своей семье, а еще так он не выгорит и не лишит читателей Клевера на долгое время. Ибо лучше, если бы автор восстановился и выпускал главы раз в 3 месяца, нежели получить перерыв на несколько лет с сомнительной возможностью его продолжения. Вы так не думаете? Так что не стоит бояться, что Черный Клевер закончится на 4 главе в Гига, поскольку даже сам автор говорит, что ему хочется много чего дорассказать в сюжете, и мы знаем эти вопросы. Плюс еще сам бой Юна и Асты с Люциусом может пойти не так, как мы ожидаем, поскольку, имея в своем распоряжении магию времени, при этом находясь за пределами Неверленда, антагонисту ничего не стоит перезапустить свой план, если ход битвы будет совсем не в его пользу. Так что я редко когда прошу вас целенаправленно подписаться на канал, так как хочу, чтобы зрители сами для себя решали, что им делать. Но сейчас другой случай. Либо чтобы не пропускать дальнейшие новости по ЧК, главы и другие материалы, стоит все же позаботиться о подписке. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org.
А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк, подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.